When you live from this place on a day-to-day, moment-to-moment basis, miracles happen. Когда вы каждый день проживаете вот в этом состоянии, случаются чудеса. You state that you'd like to have something, and almost magically it appears. Это состояние, в котором, как только вы начинаете чего-то хотеть, оно практически сразу же происходит. To give you a funny little story, Расскажу вам забавную короткую историю. Mark told you about wanting to pick a car out, and he thought, I'll get a BMW. The very next day, the BMW pulls up. Марк рассказывал вам о том, что он захотел BMW, он решил, что именно вот BMW станет его автомобилем. На следующий день утром приезжает BMW. Last night I was signing autographs at a bookstore. Вчера вечером я раздавал автографы в книжном магазине, подписывал книги. And somebody asked for my pen. And I said, okay, wait till I'm done signing books. When I was, I gave her the pen. Меня попросили подарить ручку, которой я подписывала книги. Я сказала, что когда я закончу автограф-сессию, я подарю эту ручку. And I thought, well, I should have another pen. Ну, я подумал, что надо бы мне раздобыть где-то другую ручку. And I took 2 steps, and a woman said, for some reason, I want to give you this pen. И не прошел я 2 шагов, как ко мне подошла женщина и сказала, что не понимаю почему, но хочу вам подарить свою ручку. There was a woman, she needed $50,000 money very fast. Была одна женщина, которой нужно было $50 000 очень быстро где-то раздобыть. She used this technique, and another one I'll teach you later. И она использовала эту технику и еще одну, о которой я расскажу вам чуть позже. And the very next morning, she got a shocking phone call from her bank. И прямо на следующее утро у нее раздался невероятный телефонный звонок из банка. Apparently, her husband, who had left her 10 years earlier, Ее муж, который ушел от нее 10 лет назад, decided to send her a check. решил отправить ей чек. And the check was for $50,000. Чек был на сумму $50 000. When you go to this state that Mark just led you to, you're in a place where you can send in the signal or request for what you want, and it'll be manifested very fast. Когда вы входите в это состояние, выполняя эти техники, через которые Марк только что вас провел, вы погружаетесь находитесь в том внутреннем месте, из которого можно достичь всего очень быстро. I was once homeless, as you know, so I had no car. В какой-то момент в моей жизни я был бездомным, я уже рассказывала, и машины, естественно, у меня тогда не было. And of course, as I learned to do this, I started to say I want to attract a car. Ну и как только я начал применять эту технику, естественно, я сказал себе, что я хочу привлечь новый автомобиль. Now I can't stop attracting cars. I have 7 so far. И я до сих пор не могу перестать привлекать новые автомобили. У меня их сегодня уже 7. And 2 more on the way, right? And 2 more on the way, И yes. 2 на подходе. What happens is once you begin to start doing and catch on to what we're saying, И вот что происходит, когда вы продолжаете это делать, выполнять эту практику, when these little things start happening or these big things start happening, you begin to start becoming grateful. когда вы это делаете и что-то начинает происходить, неважно, большое или маленькое, вы начинаете испытывать благодарность. It starts to become fun. И это начинает быть интересным. It starts to become like a treasure hunt. Вы чувствуете себя, как будто находите сокровище. Knowing that there is a treasure to go after, a real treasure. Понимая, что есть настоящие сокровища, за которыми вы идете. When you start to get on the scent, when you get on the trail of the treasure. И что вы уже как бы напали на след этих сокровищ. Those old thoughts, the questioning thoughts, the wondering, the doubt thoughts, you start to say, no, this is much more interesting. И вот эти ваши все сомнения, все эти мысли, которые вас отвлекают, недоверие, неверие, вы уже в состоянии махнуть на них рукой. Вы понимаете, что вы на правильном пути. So it's not just about getting rid of the negative thoughts, it's about increasing, enhancing the excitement of what this is. То есть это не просто про то, как избавиться от недоверия и сомнений, и плохих негативных мыслей, а про то, как получать больше удовольствия, действуя по-другому. I've seen Joe do this with books, I've seen him do it with guitars, I've seen him do it with cars. Я давно наблюдаю, как у Джо это происходит с его книгами, с его гитарами, с его автомобилями.
And whatever it may be for you at first, И важно, что это для вас сначала. something happens when you realize that you can do this consistently with almost anything. Только вы это осознаете, как только вы начинаете это делать, вы можете это продолжать делать все время, применительно к чему угодно. You start to have changes in what you wish for and what you want. И у вас начинают происходить перемены в том, чего вы хотите, They start to become bigger and they include more people. и ваши желания становятся больше и включают в себя больше людей. It's almost like you discover there's so much you can get for yourself, and then when you start to do it with others, it's like, oh, the game begins part 2. Это так, как будто вот вы делали что-то для себя, а потом обнаруживаете, что появляются люди, и вы можете делать больше, и это так, как будто вот следующая часть пути открывается перед вами. So with Joe's books and the seminars, our little game is how many people can we wake up? How many people can we tell to begin this process to have the same fun that we're having? И вот у нас Джо, например, книги, DVD, которые мы выпускаем, тренинги, которые мы проводим, это вот такое свое удовольствие. Ну, сколько же людей нам удастся разбудить? Сколько людей смогут получать удовольствие от жизни? And we just ask you to play with it for a while. Try it and make it your own. И я прошу вас поиграться с этим, просто попробовать, как это у вас получается. Maybe your trail is clothes, or maybe it's travel. Whatever it is, start off with something that excites you. Неважно, с чего вы начнете, с чего угодно, главное, чтобы вас это воодушевляло. Может быть, это путешествие, то, что вас воодушевляет, или новая одежда, что угодно. Sometimes people decide to start on really hard things like, let me get over all my negative stuff. Иногда люди пытаются начать с таких по-настоящему тяжелых вещей, ну вот избавление от всех негативных мыслей. And you can do that. И можно, в общем, и так. But we're suggesting that in the process of doing that, you find something more exciting to do. Start this process, because once you start doing it with enough different things, that will fill up all your time and your energy and your manifestation, and you won't even have to worry about the negative stuff. That takes care of itself in a magical way. Но проходя через этот процесс, вы идете по другому пути. Вам не нужно просто избавляться от негативных мыслей, потому что ваша энергия оказывается заполненной другим позитивным мышлением, позитивными вещами. И по мере того, как вы их достигаете, негативные мысли уходят сами собой. Let me just share something right now with you, because it's happening. Позвольте поделиться с вами вот прямо сейчас, потому что это происходит. And Julia's, I explained to her a little earlier what happens with me and then what's starting to happen with her. Некоторое время, чуть раньше, я объяснял Юле, то есть мне, что будет происходить, что происходит со мной, что будет происходить с ней. This young lady earlier said, can you make the story shorter? Вот тут у нас говорила девушка, можно ли покороче истории рассказывать? What we discover is that as you get into the state, like you just were in that exercise, Мы обнаруживаем, что когда попадаешь в это состояние, то, в котором вы были, когда делали это упражнение, you start to expand your attention. ты начинаешь расширять свое внимание. Your ability to pay attention to one thing over a bunch of things in the same time period. Это возможность сохранять свое внимание сразу на многих вещах, оставаться сфокусированным сразу на многих вещах, вместо того, чтобы быть на одной, сосредоточенным на чем-то одном. This was one of the biggest secrets for me that I'll share with you right now. Это один из очень больших секретов, которым я сейчас с вами поделюсь. What we learned from being in this whiteboard place that Joe talks about. Итак, что мы узнаем, вот находясь в состоянии, в нулевом состоянии, о котором Джо только что говорил, That the language of inspiration, the language of spirit, the language of magic что язык вдохновения, язык духа, язык волшебства is different than the language we talk to each other with. это совсем не тот язык, которым мы привыкли разговаривать друг с другом. When I tell you these stories, sometimes long stories, И когда я рассказываю вам истории, иногда длинные, and Joe will testify that was, the long story was a very short story for me and Joe. а Джо может подтвердить, что вот эта длинная история на самом деле для нас с Джо была очень короткой историей.
Like you just saw with Julia, when I went on, inspiration kept coming, and it wouldn't stop. Но как вы только что увидели на примере Юлии, когда я продолжаю говорить и говорить, вдохновение приходит. And I just did the process with you in my explanation again. И я только что провел процесс с вами и вот со своим объяснением. Oh, and now what I want you to do is imagine a parade. Так вот, сейчас я бы хотела, чтобы вы себе представили парад. Ну вот как на Красной площади у нас были когда-то. You watch and you see what's in front of you or what's coming around the corner. Вы смотрите на парад и видите, что происходит прямо перед вами. We see little bits and pieces of the parade as it's coming towards us. Мы начинаем замечать отдельные части парада, как по мере того, как люди приближаются к нам. But the language of the spirit and magic and manifestation a lot of times is like trying to see the whole parade at once. Но язык духа, язык вдохновения, язык достижения целей – это совсем не тот язык. Это тот язык, как если бы мы увидели весь парад сразу целиком. Let me see if I can show you through a visual aid. Попробую передать это визуально. So let's say these two lines represent 10 seconds. Ну вот представим себе, что вот эти две линии являются собой 10 секунд. And the language of our mind might be 50, 100 thoughts in that 10 seconds can come up. И вот язык нашего сознания, это может быть, тут за эти 10 секунд может произойти 50 или 100 мыслей, промелькнуть сквозь него. All competing for our attention. Все эти мысли будут соревноваться, чтобы получить наше внимание. And we get used to doing this. И мы привыкли, что так и происходит. Some people say we have 50 to 60,000 thoughts per day. Кто-то утверждает, что у нас 50-60 тысяч мыслей каждый день. All competing for our attention. Все добивающиеся нашего внимания. So if I ask you right now to think about your left toe,